Любой путь человека представляет трудности и сложности, в особенности для тех, кто плывет против течения. Но в сегодняшней нашей истории путь для двух молодых девушек окончился ровно тогда, когда они решили немного отдохнуть. Всем привет! Как же сложно представить, что в один прекрасный день жизнь может оборваться, буквально так и не начавшись. Это история о молодости, в которой два прекрасных и полных амбиций человека могли прожить достойную жизнь, но, увы, все пошло не по плану. Начнем с того, что поговорим немного про девочек. Обе родились в 1954 году в крошечном американском городке Вермиллион, Южная Дакота, население которого в 60-е и 70-е годы прошлого века не превышало 6 тысяч человек. Шерил Миллер – плод подростковой любви. Ее отец исчез сразу же, когда узнал, что его будущая жена беременна. Мать, в свою очередь, была не готова к ребенку в столь юном возрасте, поэтому передала право опеки своим родителям. Бабушка и дедушка обожали внучку, баловали ее и любили. Памела Джексон – поздний долгожданный ребенок в семье фермеров, воспитанная в строгости и уважении к старшим. На первый взгляд это две абсолютно разные истории, но это не мешало девочкам дружить и быть хорошими людьми. А теперь поговорим про тот роковой день, когда все изменилось. Это был первый день летних каникул, 29 мая 1971 года. Девочки встретились еще днем. Сначала катались на роликах, а ближе к вечеру взяли старенький студебекер дедушки Шерил и отправились на вечеринку. Стоит заметить, что Шерил совсем недавно получила водительские права и чувствовала себя за рулем неуверенно. Местная молодежь собиралась в песчаном карьере в 16 километрах от городка. Здесь они могли чувствовать себя раскованно, зная, что взрослых поблизости нет. По дороге девочки увидели знакомый автомобиль одного из своих одноклассников, поэтому они остановились, чтобы немного поболтать с ними. Они не очень хорошо помнили дорогу, тем более начинало темнеть, поэтому было решено, что парни поедут впереди, а девушки последуют за ними. Какое-то время так и было, но в какой-то момент парни поняли, что огней Студебекера не видят. Они остановились, чтобы подождать подруг, но их не было на горизонте. Еще через пару минут они поняли, что проехали нужный поворот. Парни решили, что девушки его заметили и свернули правильно, поэтому не видели смысла их ждать. По прибытию ребята увидели, что на карьере было довольно много народу. Однако Пэм и Шерил еще не объявлялись. Одноклассники немного удивились, но вскоре забыли о подругах и продолжили веселиться. Утром 30 мая родные Шерил и Памелы не обнаружили их дома. Сперва они не переживали, потому что подумали, что девочки остались ночевать у одной из подруг. Однако уже к полудню мать Памелы позвонила Миллерам и узнала, что девушек у них нет. Как раз таки с этого момента начались активные поиски. Отец Памелы долго ездил по окрестностям, но никого так и не обнаружил. Полицейские, в свою очередь, не приняли обращение всерьез, потому что молодые девочки якобы погуляют и вернутся, но часы превращались в дни, а дни в недели, и девушки так и не появились. Только к концу июня полицейские занялись поисками пропавших. Они обследовали русло реки Миссури, вдоль которой проходил короткий участок пути до карьера. Опрос знакомых, а также поиски автомобиля результатов так и не дали. Вскоре расследование закрыли, мотивировав это тем, что девушки примкнули к какой-нибудь компании хиппи и теперь катаются по всей стране. И родителям нужно просто подождать. Но время шло, и никаких следов девочек так и не было обнаружено. Расследование томилось до 2004 года, когда полиция малонаселенного штата вновь открыла дело. Полицейские обратили внимание на ферму Эстер Ликен, которая располагалась в той же местности, где исчезли девушки. На ней проживал Дэвид Ликен, сын владелицы, но на тот момент он находился в тюрьме и отбывал пожизненный срок заключения за изнасилование и похищение людей. Поэтому ферму тщательно обыскали. Нашли кости, одежду, фотографии, газетные статьи и другие предметы. Однако родные девочек ничего опознать не смогли. К тому же кости оказались нечеловеческими. Несмотря на все это, Ликен стал главным подозреваемым. До 1971 года он знал обеих девушек. С Памелой он посетил
посещал различные церковные мероприятия и ходил в одну школу с Шерил. В тюрьму его посадили в 1990 году, то есть в тот злополучный год он был на свободе и вполне мог совершить противоправные действия в отношении подружек. В 2007 году большое жюри округа Юнион предъявило обвинение Дэвиду Ликину в убийстве Джексон и Миллер. Однако уже в 2008 году все обвинения развалились. Показания тюремного информатора о том, что Ликин признался ему в убийствах, оказались ложью, и для полиции это был очередной тупик. Так что же все-таки случилось с девушками? В 2013 году сама матушка природа решила поставить все точки над «и». Осенью указанного года в Южной Дакоте наступила сильная засуха. В результате этого уровень воды в реках и водоемах упал. Местный рыбак, который находился на одном из водоемов, увидел колеса автомобиля, торчащие из воды. Он сразу же вспомнил о том несчастном случае и вызвал полицию. После того, как машину опустили на землю, была проведена экспертиза. В салоне нашли 2 женских тела, находящихся на передних сиденьях автомобиля. Были обнаружены вещи, одежда, кошельки и водительское удостоверение на имя Шерил Миллер. Также были найдены наручные часы, на которых было точное время – 10:20. Видимо, в этот момент машина оказалась под водой, а ее номер совпадал с номером пропавшего транспортного средства. Учитывая всю информацию, можно предположить, как именно девушки оказались в воде. Все очень просто. Рычаг коробки передач стоял на последней третьей передаче. Это говорит о том, что автомобиль ехал с максимально возможной скоростью, а одно из задних колес на автомобиле было сильно повреждено, что спровоцировало аварию, повлекшую смерть. Всего этого можно было избежать, используя всего 2 варианта. В первом варианте тот, кто ехал впереди девушек, должен был быть более внимательней и вернуться назад, чтобы узнать, где девушки. Второй вариант. Шерил должна была ехать аккуратнее, учитывая то, что она получила права буквально недавно. Здесь сыграла неопытность девушки, за которой последовала смерть. Что касается родителей девушек, то на момент обнаружения тел они были уже мертвы. Отец Памелы умер в возрасте 102 лет 18 сентября 2013 года, всего за 5 дней до обнаружения автомобиля. К сожалению, он так и не узнал, что случилось с его дочерью. В конце концов, останки девочек были переданы родственникам для дальнейшего захоронения, и это было финальной точкой в этой истории. А теперь перейдем к выводам. Загадочная история 2 молодых девушек, как оказалось, разгадана. На это понадобилось более 42 лет. И в этом расследовании непосильную помощь оказала сама природа. Благодаря ей и случайному рыбаку получилось найти автомобиль и тела девочек. Если бы не этот момент, то люди вокруг до сих пор бы считали, что девушки сейчас находятся в параллельной вселенной или, я не знаю, застряли в определенной петле времени. Рассказывая всю эту историю, хочется добавить, что необходимо быть более внимательным друг к другу, ведь именно это качество поможет людям сохранить жизни окружающих и дать шанс прожить жизнь достойно. Машина — это, конечно, все здорово, но за ней нужно ухаживать, своевременно чинить, заботиться о ней, и тогда она не подведет. На этом мы заканчиваем данный видеоролик. Огромное спасибо за просмотр. Как обычно, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу всей этой истории. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на этот YouTube канал. И в Telegram наш зайдите, мы там выкладываем много чего интересного. До новых встреч, друзья. Пока.